Всем добрый вечер. Да, здравствуйте, друзья. Мы сегодня встречаемся, несмотря на погоду, в довольно-таки теплой атмосфере, потому что мы сегодня окунемся в мир Dynamics Apps. И, собственно, я рада, что вы здесь. И прошу поприветствовать нашего внешнего спикера Александра Катюша. Спасибо. Уже второй раз у вас. Спасибо, что приглашаете. Сегодня у нас клиент-серверный перформанс и Trace Parser. Собственно говоря, откуда взялась эта презентация? Иногда просят клиенты прооптимизировать какой-то перформанс, что-то где-то тормозит. Вот. И, естественно, мы смотрим, даем рекомендации. Настройка перформанса, производительность — это почти искусство. Там есть много разных факторов, которые взаимозависимы, начиная от сетевого оборудования и режима процессора. Недавно узнал, что на DB сервере нужно ставить режим как-то Power Saver не нужно ставить. Да? Режим расходования энергии. Потому что процессор там уходит в какой-то специальный режим щадящий, да, экономит электроэнергию, но потом, когда идет запрос на BD сервер, он очень долго просыпается. От этого все тормозит. И искать можно бесконечно долго. Почему это так? Оказывается, надо просто одну галочку снять где-то в BIOS или там настройка системы. Вот. Сетевое оборудование, SQL, архитектура, собственно, качество вашего кода. Все это вместе дает производительность или плохую производительность. Да, и везде в best practices написано, конечно же, клиент-сервер перформанс, имейте в виду, следите, выставляйте правильно. Но с клиентской точки зрения, с точки зрения бизнеса, всегда есть вопрос цена-качество. Да? Окей, мне сейчас будет стоить месяц переделать этот код, а сколько я получу в результате, какой выигрыш производительности. Если 5%, то мне неинтересно, это слишком дорого за такое. Поэтому я было время, взял Trace Parser, заодно разобрался с стулом немножко. Сделал маленький примерчик и начал гонять в разных режимах, клиент-сервер, туда-сюда, и смотреть, что происходит, и как можно оценить производительность, прирост производительности в процентах, в разах, ну или в долларах, в конце концов. То есть Trace Parser у нас относится к динамическим методам анализа. Статически это код-ревью. Открываем код, смотрим, ничего не исполняется, мы просто смотрим, насколько качественный код. Есть разные тулзы типа Dynamics Perf, анализ ваших запросов, ваших данных на стороне SQL, анализ ваших индексов, как исполняется, да. Потом выдает рекомендации. Да, то есть такие ретроспективные методы. Есть динамические, то есть в реал-тайме смотрим, как исполняется код, сколько занимает времени вызов тот или иной. Trace Parser, ну и другие профайлеры, перформанс-мониторы. Так, Trace Parser. Вместе с 2012 Axapta идет в инсталляции, его можно прямо поставить с дистрибутива. Важно, если вы ставите на каких-то environment неведомых, не ваших, у вас должен быть доступ и на клиент, и на сервер. Да, в том числе, потому что парсер ранится в том числе на оси. Да. Давай сразу. А если на ОС не стоит клиент, то можно поставить парсер? Ты можешь трейсить серверные сессии, только серверные. Если тебе надо клиент-серверную производительность, тебе надо и клиент, из клиента, и сервера парсить. Можешь только серверные парсить. Естественно, никакого парсинга на продакшене, это замедляет, и вообще на продакшене ничего делать нельзя, естественно. CL лучше выключить, он Trace Parser, по-моему, не умеет парсить сил. У вас должны быть права в Performance Log Group, правда я не помню где это, в винде, по-моему. Да, в винде. Ну да, они в винду, собственно, и пишут логи. И на SQL у вас должны быть права DB-креатора. Это при установке, не при парсинге, а при установке один раз, да, потому что Trace Parser создает свою базу и туда пишет свои трейсы. Если у вас нету этих прав, то вы не сможете установить. Для анализа выбирайте маленькие сценарии, там, где мало кода исполняется, да, иначе вы запутаетесь в этих вызовах, деревьях.
И тоже важно, warm-up before tracing, откройте, поклацайте формочки, код поисполняйте, чтобы закэшировались нужные данные, чтобы метаданные, да, чтобы не было лишних вызовов, лишнего шума в вашем парсе. Вы анализировали только то, что нужно. В Trace парсере есть 3 компонента. Cockpit. Это, собственно, то, что запускается с 2012 клиента, с аксаптовского клиента. Trace парсер как таковой, это отдельный application, который ваш trace, записанный на клиенте, анализирует. И SQL Database. Он туда что-то пишет, свою какую-то информацию. Ну, по-моему, эти же трейсы пишут. Итак, как это выглядит? В SQL запускаем Trace парсер Cockpit. Вот тут на самом деле 2 компонента новых. Да? Вот это Trace парсер, это отдельная аппликуха. А вот это вот Cockpit, это часть Axapta. Вот он запускается там где-то из тулов. Тут есть кнопочка Start. Нажали Start, делаем то, что нужно, то, что мы хотим замерять. Нажали Stop, нам сохранился файл. Больше тут ничего нет. Ну и выставляем галочки того, что мы хотим, собственно говоря, мерить. Там есть SQL, там есть XPS+, разные параметры, там достаточно сложные. Потом этот файлик, который сохранился, мы загружаем тут файл open в Trace парсере, он его, собственно, анализирует, строит дерево запросов, там, меряет время и прочее. Итак, пробуем маленький кейс. Я сделал один класс, run test. В нем у меня такой File Select Join, да, 722 тысячи записей возвращает этот select. 722 тысячи вызовов вот этого метода. А этот метод просто в другом классе, клиентском классе, просто инкрементирует. То есть у него счетчик вызова, все просто. Вопрос в аудиторию. Значит, этот класс мы меняем. Клиентский и либо серверный. Да, это всегда клиентский. То есть у нас с клиента либо сервера идет 702 тысячи запросов на клиент. Вопрос в студии. Что будет работать быстрее, если этот класс будет на клиенте либо на сервере? Взял все испортил. Пусть бы подумали чуть-чуть. Да, все правильно. Я такого мнения, Да, окей, запускаем, смотрим. Значит, основной класс на клиенте 64 секунды, основной класс на сервере 200 почти, 195. Почему? Давайте проанализируем. Ну, Виталик уже все карты раскрыл, а теперь посмотрим цифры. В Trace парсере закладочка Overview показывает 5 самых длинных методов. Причем inclusive, exclusive. Inclusive это вызов метода с подметодами, да, с подпроцедурами. Exclusive это вот время исполнения самого метода без подметодов, подвызовов. Что мы видим? Так, это у нас сервер, да, то есть основной класс while select на сервере, а инкремент на клиенте. Что мы видим? Больше всего у нас занимает по exclusive client eval func, какая-то странная вещь. И в секундах это получилось, ну, собственно говоря, почти все время занял этот client eval func, да. И внизу вот топ-5 SQL queries, но он у нас один, понятное дело. Но, в принципе, если у вас много SQL queries, вы можете видеть, трейсить запросы тоже самые длинные, анализировать. Итак, увидели какие-то странные значения, документации по ним, как ни странно, почти нет. Где-то на форумах там я отыскивал, либо сам догадывался. Если вы увидите в трейсе вот такие вот названия. Server util load. Это метадата, да, это warm-up, значит вы плохо прогрели, либо просто подтягиваются какие-то метаданные, это нам не интересно. Server next. Клиент исполняет SQL statement, отправляет на сервер. Сервер eval func, вот этот наш самый большой клиентский класс. Client call static method marked server or client reference object. В общем, это вызов с клиента на сервер. RPC вызов с клиента на сервер метода. И client eval func, соответственно, в обратную сторону. С сервера на клиент.
Да? Статик метод, либо инстанс, метод объекта на другом слое. Посмотрим на call-stack, дерево вызовов. Красненьким trace parser сам подсвечивает, точнее разными градациями красного. Вот есть розовенький, да, есть такой ядрено-красный. В зависимости от процента, который вызов этого метода занимает в общем времени, да, вот подсвечивается красным. Там больше 10% или сколько-то там подсвечивает. Да, сервер eval func, inclusive time, exclusive time 0.47. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас было. Run test, exclusive, RPC calls, database time. Да, сервер eval func, то есть вызов с клиента на сервер. Значит, это у нас серверный класс, то есть while select на сервере, а инкремент на клиенте, да. То есть сервер eval func это передача управления обратно на сервер в миллисекундах 246 тысяч. Это уже другой трейс, да, тут цифры могут не совпадать с тем, что я мерял в Винапе. Ну, понятно. Запуски разные, плюс-минус сколько там секунд оно гуляет. Да, ну и тут видно дерево вызова. То есть пошел main, пошел run. Run test, вот собственно наш класс, который дергается сколько-то там раз, 722 тысячи раз. Вот количество RPC колов. Да, ну тут уже можно посмотреть, 10 секунд выполнялся запрос. Ну и дальше 722 тысячи раз выполнялся client eval func. А теперь серверная часть. Это была клиентская часть, да. Это был server trace, call stack. Не совсем, пардон. Значит, это была серверная часть, да, то есть мы сверху вот здесь выбираем серверную сессию и клиентскую, мы их анализируем отдельно, да, они пишутся отдельно, анализируются отдельно. То есть с точки зрения сервера, вот вызов клиентского класса, вот занял столько-то. Теперь здесь можно посмотреть отдельно x++ в виде списка, плюс-минус то же самое, что и на дереве, но в виде списка, сколько каждый метод, либо RPC вызовы заняли времени. Количество и время. Вот мы видим, что вызов клиентского метода занял как раз 192 секунды, 722 тысячи раз дергался. Так. Ну, SQL нам не сильно интересен, но тем не менее. 10 секунд выполнялся SQL, да, если у вас какие-то тут большие запросы, вы можете тоже здесь проанализировать. Теперь смотрим, что с клиента. Клиентскую сессию анализируем. Сервер eval func 5, это какие-то обратные вызовы, видимо. Client eval func, да, то есть вызов с клиента на сервер. Те же 722 тысячи раз, логично, мы передали управление обратно. Но это заняло буквально 24 секунды. Вызов тоже нам покажет примерно такую же картину, симметричную, естественно. Так, с точки зрения RPC вызовов, то же самое, понятно. Сервер вызывает клиент, клиент вызывает, обратно передает управление, вызывает сервер. А теперь самое интересное. Я так графически изобразил вообще, что происходит. Да? Я люблю рисовать, изображать все в такой графической форме. Значит, у нас основной класс, да, на сервере. Что происходит? While select исполняется на сервере. 20 секунд занимает выборка данных на сервере. 192 секунды занимают, собственно говоря, вызовы, передачу управления на клиент и обратно. Итого, да, 215 секунд, то есть почти в 10 раз можно уменьшить за счет уменьшения клиент-серверных вызовов. Теперь смотрим клиентский класс, то есть меняем оба класса на клиенте, да? Что произойдет? Тут у меня должен быть, нет, дальше будет опрос номер 2. Один класс клиентский и второй класс клиентский. Что у нас поменялось со стороны клиента? Вы видите, никаких, естественно, вызовов на сервер нет. Так.
RPC calls появился некий сервер Next, который исполняется 18 тысяч раз. Сервер Next сразу непонятно, что это. Это вызов, точнее запрос очередной порции данных с AOS. Да, у нас все данные идут через AOS на клиент, даже если мы пишем select на клиенте. Вот сервер Next нам получает порцию данных. Если там много данных, клиент не тянет все данные. Особенно если это while select. Он тянет их пачками. Мы видим, это произошло 18 тысяч раз. Заняло сколько там, 56 секунд. 18 тысяч раз поделить на 722 получается, по-моему, 40 записей за раз. То есть он такими кусками по 40 записей тянет с сервера и процессор. Так, в виде X++ RPC видно то же самое, 40 секунд. Графически получается такая штука. То есть на клиенте while select. Fetch data, естественно, на AOS заняло те же 20 секунд. И еще 40 секунд мы передавали данные между клиентом и сервером. Да? То есть RPC колов, вызовов методов как таковых не было, но данные мы гоняли. В результате получилось больше, чем в 2 раза быстрее, чем с сервера на клиент. Но все равно есть куда расти. Далее, если мы закомментируем вызов и просто будем инкрементить, да, нам с клиента на клиент, мы просто будем инкрементить T++. Здесь я хотел посмотреть стоимость вызова метода внутри одного тира, одного слоя. Да. Тут должен быть вопрос, но я не помню, какой вопрос я должен был задавать. Быстрее будет или нет, наверное. И если быстрее, то насколько? Ну, естественно, быстрее, да. Сейчас посмотрим, что в ответе. 60 секунд, 27 секунд. Ничего себе. То есть у нас 30 добрых секунд происходил просто вызов внутри клиента, да. 722 тысячи раз мы положили параметры в стек, передали управление, что там дальше происходит. То есть это тоже как бы стоит кое-чего. Это, конечно, не значит, что нужно писать все одной большой простыней. Вот. Но, тем не менее, помните, что вызовы методов тоже стоят, особенно если они исполняются десятки, сотни тысяч раз. Так, ну, трейсы, в принципе, тут достаточно очевидно, я пропущу. Так, получилось что? Да, получилось у нас 6 секунд инкремент. Остальное все то же самое. Серверный трейс. Понятно. Если мы то же самое делаем на сервере, то есть без внутренних вызовов методов, полностью while select у нас на сервере, по сути, работает один класс, 135 секунд. Самое быстрое время. Да? Никто никуда не бегает с клиента на сервер. Никого не дергает. Получили данные и обработали. Итого. Одна и та же логика, разница в производительности в 7 добрых раз. 6. Почему? Что нам мешает иметь хорошую производительность? Cross-tier метод call. Да, вызовы с клиента на сервер, особенно большое количество. Конечно, их нельзя избежать, естественно, мы работаем на клиенте, а логика на сервере. Большое количество. Перегон данных между клиентом и сервером. Мы видели сервер Next, да, это как раз про это. Тоже занимает время. На самом деле, чуть-чуть, может быть, меньше, даже чем вызов методов, если в таком же количестве смотреть. Но даже внутри одного тира, да, методы тоже стоят. И рекомендации. No more than 8 RPC calls per user interaction. Это не я придумал, это я где-то взял. С Microsoft, по-моему. То есть не больше, чем 8 RPC колов на один клик, да, или на одно действие на форме. Первым делом, если у вас что-то тормозит, смотрите, что у нас с RPC вызовами. Да, сначала. Уменьшаем как можно больше.
Ну и, естественно, если ваша система в сети с низкой latency, с низкой пропускной способностью, особенно latency, да, latency влияет больше на ощущение перформанса, чем даже пропускная способность, то это особенно нужно внимательно на это смотреть. То есть каждый вызов у вас в плохой сети, с плохой latency может стоить в 5 раз больше. Тогда у вас будет вообще 1000 секунд исполняться, то, что мы только что сделали. Вызывайте только то, что нужно, да, следите за своим кодом. Естественно, идеальных решений не бывает, поэтому нужно принимать какие-то логичные трейд-офф, балансы, да, идти на компромиссы между количеством RPC вызовов, вызовами к базе данных, обращением к базе данных. Ну и поддержка кода тоже не последний фактор. Аккуратный код, который пакуется, распаковывается, там передается между клиентом и сервером, он непростой, скажем так. За ним тоже нужно следить, он может упасть, может что-то там не распаковаться правильно, будете долго искать, почему же оно не распаковалось с клиента на сервер, либо обратно, почему оно вообще не работает. Поэтому, с другой стороны, тоже не нужно усложнять все, оптимизировать по самое не хочу. Следите за тем, где будет исполняться ваш код, откуда он будет вызываться, ваш код. Если нужно, на сервере все работает быстрее. Запаковали, распаковали на сервере, передали один раз, распаковали, запроцессили, передали обратный результат. Вот с какого-то бложика MyBeehead нашел такой маленький примерчик. Method running from server. Да, на клиенте мы берем какой-то набор мап, пакуем их, да, через стандартный пак в контейнер, передаем на сервер, там распаковываем, процессим, в данном случае просто каунтер, и возвращаем обратно результат. Чтобы не дергать мапу, если она у нас на другом слое живет, да, инстанс мапы, чтобы не дергать ее каждый раз с клиента на сервер.